Вы еще не пробовали сочетание мяса с кислыми овощами и сладкими фруктами? Тогда самое время попробовать сегодня вместе со мной. А вы на канале Argostab Kitchen и меня зовут Руслан. Через пару секунд начинаем. Я взял 700 грамм шейки свинины, одну луковицу, один помидор, штук 8 спелых абрикосов, базилик, зиру, молотую куркуму, сахар и соль. Точное количество ингредиентов в бегущей строке и в описании ролика внизу. На подготовку у меня уйдет немного времени, поэтому сразу включаю духовку в режиме вверх и низ и нагреваю до 180 градусов по Цельсию. Мясо режу на небольшие кусочки и откладываю пока в сторону. Луковицу нарезаю полукольцами. Для приготовления блюда я буду использовать жаропрочный стеклянный противень, а еще понадобится фольга. Укладываю мясо одним слоем на дно противня. Теперь все специи в следующей последовательности. Соль, сухой базилик, зиру лучше слегка размять пальцами, куркума. Поверх всего этого выкладываю полукольца лука и тщательно перемешиваю. Накрываю противень листом фольги и отправляю его на среднюю полку в духовку на 50 минут, никаким образом не вмешиваясь в процесс на этом этапе. Минут за 5 до истечения времени первого этапа приготовления совершенно произвольно нарезаю помидор на небольшие кусочки. Вынимаю противень, снимаю фольгу и распределяю кусочки помидора равномерно на поверхности мяса. Снова накрываю фольгой и отправляю в духовку еще на 50 минут томиться при той же температуре. И снова загодя подготавливаю последний ингредиент. Абрикосы делю пополам и удаляю из них косточку. Затем каждую половинку разрезаю на 2 или 3 части в зависимости от размера абрикоса. Вынимая противень, аккуратно снимаю горячую фольгу, деревянной лопаткой или обычной ложкой, перемешиваю в выделившемся соке мясо с помидорами, равномерно распределяя кусочки абрикоса и посыпаю их сахаром. Он поможет сбалансировать кислый вкус. При этом не стоит опасаться, что блюдо будет сладким. Теперь фольга мне не понадобится, потому что на последнем этапе нужно немного запечь блюдо и выпарить лишний сок. Ставлю его в открытом виде в духовку еще на 30 минут. А чтобы верхняя часть не оказалась слишком сухой, во время процесса я дважды открывал духовку и поливал мясо соком из противня. Блюдо готово. Друзья, готовьте со мной, готовьте как я, готовьте лучше меня. И помните, приготовленное своими руками всегда надежнее. С меня вкусные и простые рецепты, а с вас подписка, палец вверх и комментарии. Приятного аппетита и до новых встреч!